Делая обзор на очередной фонарь, я задумался, а что будет, если производитель мультитулов, ну, к примеру, Nextool, который делает неплохие мультитулы, и, к примеру, вторая ревизия флагшипа, которая называется F12, мне очень неплохо зашла. Кстати, скоро будет обзор, но для начала, конечно же, выйдет на первую версию обзор. Что будет, если этот Nextool сделает фонарь? Получится фонарь мультитул. И, конечно же, они его назовут точно так же, как и называют свои мультитулы. 12 в одном. По картинке это фонарь, а по факту это мультитул. Давайте почитаем. Во-первых, рабочая лампа, лампа опасности, сигнализация, потом еще телескопический фокусируемый фонарик, поwerbank, беспроводная колонка, музыкальная пульсирующая лампа, создание музыкальной атмосферы. Для кемпинга освещение все это дело тоже должно делать. Скажите, где-то вы такое уже слышали? Я не слышал, поэтому давайте распакуем и проверим, так ли это на самом деле. Конечно же, распакуем с помощью Nextool. Nextool распаковываем Nextool. Открываем. Учитывая количество функций, инструкция не очень большая. Надеюсь, будет просто управлять. Давайте сразу посмотрим, так как это фонарь, какая у него яркость. Итак, он может светить на максималочке 900 люмен, при этом он будет светить 2,4 часа. И дальше идет 30 часов. Это как? В общем, батарейка здесь 2600, поэтому лучше мы это все дело включим, проверим, как оно реально работает, потому что у меня вот на эти инструкции иногда небольшая аллергия, потому что не все там правда, но будем надеяться. Итак, у нас есть вот такой вот шнурочек Type-C, обычная USB-шка, больше ничего в коробке нету. Достаем фонарик, вернее мультитул. Я вам скажу, он нифига не маленький. У него реально 4 светодиода стоит, у него здесь вот сзади сделана колоночка, а вот это все вращается. Переходим на ближний фон и продолжаем обзор. Вот таким образом он выглядит поближе. Я проходил с ним около 2 недель и накопились небольшие выводы. Во-первых, давайте рассмотрим его качество. Я имею в виду качество изготовления, и вот с ним как раз проблем вообще никаких нет, потому что вот эта вот фокусирующая голова у него алюминиевая, ходит довольно-таки приятно. То есть в любом положении она довольно-таки туго фиксируется. Корпус и зад фонаря также алюминиевые, то есть он довольно прочный. Естественно, это у нас идет, я думаю, пластик. Ручка у нас тоже идет пластиковая. Я на всякий случай посмотрел обзор на этот фонарь. Я так понимаю, обзор был на предыдущую версию, у которой не было подсветки кнопок. Здесь подсветка кнопок есть, но нет никаких опознавательных тактильных знаков. То есть для того, чтобы включить фонарь, конечно, вы жмете вот на центральную клавишу, но для того, чтобы регулировать яркость, вам нужно нажимать либо плюс, либо минус. Как отличить плюс от минуса, честно говоря, не знаю, потому что так вы возьмете, что так пальцами вы, к сожалению, все это дело не отличите. И начнем, как обычно, с нетривиальных функций. Первое – это крепление. Для чего оно нужно? Ну, учитывая специфику света данного фонаря, я думаю, для того, чтобы создавать фоновое освещение. Крепление есть, но оно довольно неглубокое. Для того, чтобы хорошо закреплять его, к примеру, на вот таком держателе, нужно подставлять какое-нибудь кольцо. Иначе не хватает глубины крепления и, естественно, вы не закрепите должным образом. Глубина около 4 мм. Небольшой нюанс, в общем-то, ни на что он не влияет. Во-вторых, здесь есть магнит. Давайте попробуем закрепим вот к такому мультитулу, к примеру. Как видите, держится. Хорошо держится на холодильнике. И, к примеру, вот таким образом я цеплял на ключницу и делал такую интересную подсветку. И, конечно же, удобно, что вы его прицепили и можете вращать. То есть туда посветили, сюда посветили. В общем-то, интересная задумка. А теперь давайте перейдем к не совсем обычной функции. Это функция колонки. За включение отвечает вот эта вот клавиша. Классический китайский голос. Интересно, что называется данная колонка Nextool Zander. Громкость у этой колонки, конечно, больше, чем у телефона, но рассчитывать на то, что она будет играть как JBL Go, к сожалению, не стоит. Давайте послушаем. Как обычно для маленьких колонок, конечно же, много высоких, мало басов, есть середина. В общем, если у вас другой колонки нету, то это пойдет. Она не супер громкая, где-то 3 ватта, но, в общем-то, слушать можно, учитывая, что это фонарик. Но самое интересное, в ней еще где-то спрятан микрофон. Ты знаешь такую колонку, как Nextool. В общем, он работает только если его поднести близко к лицу. Я говорю про микрофон в колонке Nextool Zander. Вероятно, проблема в чувствительности микрофона или загрязнении порта. Ну, вы поняли, нам Gemini говорит, что звук такой себе. Я когда у него спрашивал, как тебе этот звук, он говорит, ну, типа разобрать можно, но сложно. Я не знаю зачем, но микрофон сюда встроили. Вернее, я знаю, зачем его сюда встроили. Он нужен для того, чтобы играла светомузыка.
Да, она реально работает, когда вы ее выключаете, она, естественно, никак не реагирует на музыку. И, кстати, на мой голос она тоже никак не реагирует. Давайте проверим. Сейчас я максимально сделаю тихо, и будет ли она в такт музыки мигать. Нет, она не мигает. Смотрите, делаю громче. На камеру идет небольшой пересвет. В реальности это все выглядит довольно-таки прилично. Мягкие переливания идут, но, как вы видите, реально здесь встроен микрофон. Он реагирует именно на тот звук, который издает этот динамик. Я, честно говоря, думал, что можно обойтись без микрофона и как-то реагировать на уровень сигнала, но нет, поставили микрофон. Когда музыка не играет, как видите, колонка просто переливается разными цветами. Все это дело включается-выключается вот этой клавишей, на которой изображен эквалайзер. А вот такая вот функция есть. Нужна она, не нужна? Ну, если музыку включили, в принципе, подсветка под музыку работает очень неплохо. Колонка хорошо играет на громкости приблизительно 80%. На 100 уже идет небольшой перебор. На сам динамик, к сожалению, посмотреть не удастся, но мы можем открутить вот эту вот крышечку и добраться к порту заряда. Батареечка здесь, вернее, аккумулятор 18650 на 2600, да, не самая большая, можно было трешечку поставить. Учитывая яркость данного фонаря, вполне себе достаточная емкость. У боковой подсветки несколько режимов. Первый режим — это белый свет. Ну, к примеру, можно подсвечивать рабочий стол, и яркость тоже регулируется клавишами плюс-минус. Я думаю, люмен 150 точно есть, может даже 200. Далее у нас есть вот такой вот режим бегающих цветов. Еще один режим бегающих цветов. И еще один режим бегающих цветов. Потом у нас идет красный свет и мигающий красный. То есть у нас получается здесь 1, 2, 3, 4, 5 режимов. Переключиться на основной свет можно 2 нажатиями. Давайте попробуем. Да, мы перешли на основной свет, и он здесь довольно-таки интересный. Во-первых, здесь 5 уровней яркости. 2, 3, 4, 5. Да, 5 уровней. И он яркий. Немножко позже я покажу, как это все дело светит на улице. А теперь давайте попереключаемся между цветами. Красный, зеленый. Зеленый особо яркий цвет, такой приятный. Синий с небольшой примесью ультрафиолета идет. И белый тоже имеет 5 уровней яркости. Максимальная 900 люмен. И 900 люмен на самом деле здесь это турборежим. А я, как вы знаете, всегда люблю замерить, сколько может светить фонарик в турборежиме. И, конечно же, я замерил. И, как вы видите, он светит до 30 секунд вообще без потери яркости. Дальше по чуть-чуть начинает эту яркость терять. И приблизительно к 1,5 минутам теряет ее больше, чем в 2 раза. Навскидку останавливается где-то на 350 люмен и дальше уже ее не теряет. Кстати, вот эта вот голова довольно-таки увесистая, или это ощущение того, что я ее двигаю по корпусу. Скорее всего, теплоотвод идет вот сюда, и вот эта голова практически не нагревается в турборежиме. Кстати, здесь есть защитный код. Все серьезно, это, видимо, для гарантии. А вообще, я не любитель вот таких вот фонарей с линзой, потому что линзы всегда идут пластиковые, и на них всегда какие-то микроцарапинки. На свет вообще никак не влияет, но выглядит так себе зачастую. Но это дает нам что? Правильно, возможность делать фокусированный луч. Если честно, я думал, что при фокусировке мы просто отсекаем большую часть луча и практически яркость не меняется, но если мы попробуем замерить, я максимально прикрутил свет, чтобы было максимально наглядно. Итак, в режиме максимальный рассеянный свет у нас 3786 люкс. Давайте концентрировать его. Все зависит от того, как попадает луч, но, как вы видите, довольно-таки прилично. До 7 раз идет усиление света. Зачастую на глаз вот эта фокусировка практически не видна. То есть ощущение, что просто луч двигается в кучку, но при этом особо ярче не становится. Но, как вы видите, реально яркость до 7 раз увеличивается. Учитывая, конечно, что площадь уменьшается раз в 50, а яркость увеличивается в 7 раз. Это такая себе эффективность, но тем не менее куда-то вдаль просветить можно. Собственно, из-за этой небольшой эффективности вот этого луча особого смысла в линзованных фонариках я и не видел. В данном фонарике хотя бы в этом смысл есть, потому что есть разноцветные светодиоды. К примеру, при съемках можно что-то подсветить более точечно. Вот для этого она, в общем-то, наверное, нужна. Вот таким образом она светит на улице. Это у нас идет красный свет, зеленый свет, как видите, он, наверное, поярче будет. И синий свет. А если зайти в подъезд, яркость вас удивит. Синий, белый, красный и зеленый. Также, к примеру, зеленый свет можно использовать для подсветки заднего фона. Вот таким образом я просто ставлю на пол фонарик
И сзади появляется такая приятная подсветка. Дешево, сердито. Также можно сделать контровый свет с помощью данной штуки. Я пока не пробовал. Учитывая, что отдельно такие фонари, которые создают такую подсветку, стоят в принципе как этот фонарь, то почему нет? Именно для съемок этот фонарь, я думаю, и придуман, потому что в реальной жизни вот вам зеленый свет зачем нужен? Ну, а для съемок может быть полезным. Вот таким образом выглядят светодиоды. Есть, конечно, вопрос к тому, почему вокруг фон черного цвета. Логичнее сделать белого, он чуть-чуть сильнее отражает и будет немножко ярче светить. Это, конечно, мое мнение, но черный цвет максимально плохо отражает свет. А совсем черный совсем не отражает. Можно ли пользоваться данным фонариком как фонариком? Да, конечно же можно. А вот таким образом он светит на улице. Минимальный режим, +1, +1, +1. И максимальный, он же турборежим. В турборежиме он освещает очень хорошо. В принципе, хороший угол засвета, равномерная засветка. Пользоваться можно. Но единственное, конечно же, это размер. Давайте померяем. 36 мм ширина. А длину я просто не могу померить, потому что не хватает данного штангеля. Она приблизительно 170 мм. Но вы поняли, он не маленький фонарик. В нем, кстати, есть функция сигнализации. Если честно, функция своеобразная, потому что для того, чтобы включить фонарик, сейчас я вам расскажу, нужно изначально нажать один раз на клавишу, идет подсветка клавиш, и дальше уже включаете либо основной режим, либо же режим боковой подсветки, в зависимости на каком режиме вы выключили. А если вы долго зажимаете, включается вот такая вот мототень. Самое интересное, когда она включается ночью. Не так, чтобы она прям супер громкая, но, блин, слышно ее хорошо, плюс оно мигает. В общем, у меня пару раз ночью она включалась и немножко напрягала. Нужно всего лишь один раз нажать, а с непривычки начинаешь нажимать на клавиши, она не выключается и орет. В общем, можно было ее запрятать за 3 нажатия там или еще как-нибудь. Есть тут стробоскоп или нету? Давайте проверим. Двойное нажатие переключения между режимами. Тройное нажатие, просто тройное нажатие, а раз, два, три, 4. В общем, стробоскопа тут нет. Многим он не нужен, поэтому здесь его нету. Если вам нужен фонарик без стробоскопа, это вот он. Понравился ли мне данный фонарик? Да, это довольно интересная штука. Мне она, в общем, пригождается для того, чтобы подсветить фон. Также можно фоново послушать музыку с легкой подсветкой. Либо же использовать как вот такой вот переливающийся ночник. Кстати, у ночника есть ли уровни яркости? Цвета начинают загадочно бегать, но яркость не меняется. Может быть, скорость переливания меняется, но, к сожалению, яркость не меняется. Для всех ли этот фонарик? Наверное, не для всех. Это больше гаджет, чем фонарик. Из самых полезных функций это, опять же, разноцветная яркая подсветка. Реально такого яркого зеленого, яркого синего вы в обычном фонарике не найдете. Если вам нужна фоновая подсветка, вполне себе рабочая идея, плюс регулируется яркость. Конечно же, можно на фоне еще поставить музыку. А вот для того, чтобы просто белым светить, ну, наверное, он не подойдет, потому что это всего лишь одна из функций. И да, я проверил, пауэрбанка в нем нет. А весит он 246 грамм. Только что мы провели краш-тест, он остался целым. Мультитульный фонарь от Nextool мне понравился. У него довольно много функций. Если вам какая-то функция реально нужна, то, конечно же, можно брать, особенно в виде фоновой подсветки. И всегда его можно поставить на стол и включить фоновую музыку. Не универсальный, но очень интересный фонарик получился.